Неделю до Нового года и неделю после него мы провели в прекрасном месте на берегу Индийского океана, расположенном между Арамболем и Мандрием. Для внесения разнообразия в наш отдых мы решили посетить старый Гоа, в котором были 7 лет назад. Острого желания ехать не было, однако сыграл свою роль заказ на фотографии тамошних католических храмов. 1800 рупий, примерно час на такси по новой дороге, и мы на месте. За 7 лет здесь почти ничего не изменилось. Все те же покрытые патиной веков величественные храмы, те же гирлянды бархатцев и следы пуджи на крестах, те же нескончаемые толпы туристов, по большей части индийцев. Первым делом мы направились к знаменитой базилике Милосердного Иисуса. Эта базилика известна прежде всего тем, что в ней покоятся нетленные мощи святого католического покровителя Гоа Франциска Ксаверия. Помимо царящего внутри базилики приятного прохладного полумрака, любознательного путника встречает еще и богатый и при этом очень разнообразный визуальный ряд. Весьма живописны здесь впечатляющий своими размерами алтарь и многочисленные позолоченные скульптуры. Также поражают своим натурализмом установленная в храме статуя Иисуса Христа. Ввиду того, что в Индии недавно отмечали католическое Рождество, в базилике широко была представлена рождественская атрибутика в виде не менее живописного вертепа, выполненного по-индийски затейливо. На некоторое время мы задержались у большого оцинкованного поддона, чтобы установить на него непослушные парафиновые свечки, купленные у входа. Затем мы осмотрели обширный внутренний двор базилики, столь же богато украшенный расписными рождественскими скульптурами. Круто. Далее нас ожидал обильно декорированный фонтан с библейскими сценами. Конечным нашим пунктом в базилике Милосердного Иисуса была укутанная полумраком церковная лавка, в которой мы ничего не купили. Закончив осмотр базилики, мы направились в сторону Белоснежного собора Святой Екатерины, расположенного через дорогу. Масштабы этого величественнейшего архитектурного творения весьма впечатляют. При этом особенно сильное впечатление производит внутреннее пространство собора. Во время его осмотра невольно приходит мысль, что такую громадину вряд ли могли построить живущие в домиках из пальмовых листьев индийцы, даже под руководством обладающих какими-то волшебными познаниями католических архитекторов. Позже я узнал, что в этом соборе находится еще чудотворно растущий крест. Считается, что если до него дотронуться и загадать желание, то оно непременно исполнится. Насладившись красотами собора, мы направились к находящейся слегка в стороне церкви святого Каэтана. Об этой церкви пишут, что она является архитектурной копией собора святого Петра в Риме. Я, однако, явного сходства не заметил, хотя не могу с уверенностью сказать, что до мелочей помню, как выглядит последний.
На обратном пути мы остановились у красивых резных базальтовых ворот. Эти ворота – единственное, что осталось от некогда роскошного дворца местного мусульманского правителя Адил-Шаха. Созерцание этого осколка былого шика и пафоса навевает философские мысли. Пройдя вдоль длинной белой стены собора Святой Екатерины, мы оказались рядом с изрядно обветшавшей церковью святого Франциска Осиского, построенной монахами-францисканцами в 1619 году. Церковь находится в процессе реставрации, судя по всему, длящейся уже очень долго. Конечным пунктом нашей импровизированной экскурсии по старому Гаа оказался музей под открытым небом. В музее экспонируются остатки барельефов с разрушенных ранее храмов, в том числе индуистских. Представленные здесь барельефы установлены на бетонных постаментах и напоминают надгробие. Решив, что на сегодня достопримечательностей достаточно, мы сели в такси и направились назад, в Арамбуд. По дороге мы обозрели великую гаанскую стройку века, новый мост через реку Мандари. Масштаб этого инженерного сооружения впечатляет не меньше, чем древние католические соборы старого Гоа. Собственно, на этом закончилась наша культурная программа в Гоа, и мы продолжили расслабляться под ласковым арамбольским солнышком.